Привет! В этом выпуске мы расскажем истории карабахских армян, которые были вынуждены спасаться от агрессии Азербайджана и таким образом приехали в Дилижан. Некоторые из них уже были здесь в 2020 году и вернулись к своим друзьям, а некоторые здесь впервые. Здесь, в Дилижане, беженцам помогают благотворительные организации, власти и просто люди. Все делают, что могут, по мере сил. Если представить себе последовательность действий, которые нужно совершить беженцам, чтобы начать жить в каком-либо городе Армении, то она такая. Пройти регистрацию в мэрии. С помощью мэрии, благотворительных организаций или знакомых найти любое временное жилье. Получить продукты, гигиену и одежду. Обычно их раздают благотворительные фонды или муниципальные власти. Устроить детей в школу и детский сад. Начать искать постоянное жилье и работу, с которыми очень непросто, учитывая приток релокантов из России в последние 2 года. Рассказывает Алмаст, одна из основательниц организации Норшин, о которой мы рассказывали вам в прошлом выпуске. Так как Дилижан туристический город и у нас есть много отелей, то большая часть людей разместилась сначала в отелях, а потом нашли себе дома в аренду и начали обустраиваться на новом месте. Сейчас только 20% людей остаются в отелях, почти все уже нашли себе постоянное жилье. Отель Ховер – один из первых, кто отреагировал в 2020 году. Там проживало примерно 130 человек. И сейчас они сразу смогли среагировать и быстро разместить у себя людей. Владелец Ховера, Варужан Бабахаян, рассказал, что в 2020 году они просто написали у себя в соцсетях, что примут беженцев из Арцаха, и к ним приехало 145 человек, которые прожили у них 3 месяца. Люди приезжали сами, все было спонтанно и неорганизованно. Но в этом году в отель позвонил мэр и попросил принять людей. Их привезли в отель на автобусах мэрии. Всего 105 человек. Здесь живет сколько семей вообще? Сейчас в нашем здании 6. 6 семей, все номера заняты, все с семьями, с детьми. И еще 2 семьи в верхнем корпусе. А вы обращаетесь в какой-нибудь фонд гуманитарный? Нет. Почему? Не знаем, сидим, ждем. Люди приходят, социальные работники, они что-то предлагают, говорят, вещи привозят нам иногда. Не знаю, мы тут иногда старые, иногда новые. Крыша над головой есть, питаемся, и за это спасибо говорим 100 раз в день. Марта и ее мама – учителя русского языка. С ними 2 детей. Марта говорит, что в Дилижан решили поехать по совету знакомых. Им сказали, что тут безопасно. Но Марта считает, что сейчас нигде не безопасно. На 2-й, на 3-й день мы тут спокойно живем, уже немного расслабились, и вдруг, оказывается, рядом здесь полигон. И такие взрывы. Вы не представляете. А мы вокруг смотрим, все спокойно ходят. Значит, это для них нормальное явление. А кто нас предупредил, что здесь полигон? Мы только что этот шум забыли, всяких этих бомбежек, приехали сюда и вдруг 4-ю войну перенесли. Мы все ветераны войны. 90-е, апрельская у нас 4-дневная, 44-дневная война и сейчас. Мы хотели поехать, но мы знаем, что это невозможно, невозможно. Мы готовы, у нас есть... Деньги у нас есть платить, понимаете? Вот эти деньги, которые нам государство выделяет. Беженцам положены выплаты от государства. Первая выплата – 100 тысяч драм. Ее в Овере уже все получили. Вторую выплату, она называется 40 плюс 10 тысяч драм, арцахцы получают начиная с ноября. 40 тысяч на аренду, 10 на коммунальные услуги. Если в семье 4 человека и больше, то на эти деньги можно снять квартиру или дом. Хотя бы помогли с поиском жилья. С поиском жилья. Мы же не говорим, чтобы нас там до конца жизни... Понимаете? Не то, что невозможно, трудно. И цены огромные называют, даже здесь уже. Понимаете, в Ереване мы даже и не пытаемся. А мэрия обещает кормить, например? Нет, нам никто ничего не обещает, понимаете, и мы никуда не лезем, мы не просим. Единственное, кто звонит из соцработников, я говорю, дайте мне работу, я буду все делать. Клянусь, вот так и сказала последний раз. А что нужно ребенку? Тетради 5 дал? Да ради бога, я эти тетради куплю. Какую-нибудь работу предложить. Хотя бы социальным работником, я не знаю, устроите. А это тоже без лицензии никак. Ну, в общем, проблемы повсюду. А нам действительно реально сейчас нужна только работа. Мы все работающие люди. Другая гостья отеля Ховер в Карабахе работала медсестрой, а в Армению она приехала одна, без семьи. Во время этой войны наша больница в Мартакерте работала в экстренном режиме.
սեպտեմբերի 19-ից մինչև ամսի 23-ը անընդհատ. Так как была война и в больницу постоянно привозили раненых, главному врачу Гакико Оганяну и нашим медсестрам приходилось делать очень много разных операций, чтобы спасти людей. Վերաբերմունք են ցուցաբերել վիրավորներին, արել են վիրակապություն, ամեն տեսակի. А с 24 сентября мы всех уже перевозили в Горис. После этого каждый пошел своей дорогой. Փոխել ենք Գորիս։ Նրանց հետո ամեն մեկը իր գործով գնացել են։ Ես Մարտակերտի քաղաքացի եմ։ Мы выехали из Мартакерта на машине скорой помощи и перебрались в Горис. Բուժքույր եմ աշխատում, շտապ օգնության մեքենայով եկել եմ Գորիս, Գորիսից հետո После Гориса я приехала в Дилижан. Դիլիջան։ Ես բերել են քաղաքապետարանում, Нас привезли в муниципалитет, зарегистрировали и потом повезли в отель «Ховер». Все относятся к нам с заботой и добротой. Директор «Ховер» продлил срок нашего проживания еще на месяц, чтобы мы смогли за этот месяц найти жилье и обустроиться. Իսել նորից ժամկետա տվել, որ մինամիս պահում է իր խղճի իրա, որ մինամիս էլ կացակ, նրանից հետո ազատ են։ Государство оплачивает отелям расходы на беженцев до 1 ноября. Оверу платят по 10 тысяч драм в день на человека. Эти деньги уходят на еду. С 1 ноября эти выплаты прекратятся, но людям разрешили жить здесь до 1 декабря. В связи со здоровьем моего ребенка мы решили переехать в Ереван для дальнейшей жизни, так как погода в Дилижане очень влажная. Մենք նախատեսել ենք, որ նոյեմբերի միջև մեկը մնանք այս հյուրանոցում։ Мы планируем до 1 ноября оставаться тут, в отеле, а после этого переехать в город Ереван, в первый массив. Мы арендуем жилье и останемся там, так как школа будет близко к дому. Դպրոցը երեխաների համար մոտիկա լինելով, ինչպես նաև Также центр ТУМО и другие кружки для детей будут доступны. Мы с супругой найдем работу, начнем обеспечивать нашу семью и оплачивать аренду. մենք էլ աշխատանք կգտնենք, ես եւ իմ կինը կաշխատենք եւ ընտանիքը կապահովենք, վարձը կտանք եւ մեր ընտանիքը կապահովենք։ Арминак военный на пенсии, его жена медсестра, у них 2 детей. Младшая дочка уже ходит в школу в Дилижане. Арминак показывает плакаты с блюдами арцахской кухни, которые она нарисовала. Եթե մեզ օգնի պետությունը Если государство будет нам помогать пособиями по 50 тысяч драм за человека, и мы сможем найти работу там, будем платить за аренду этими деньгами и обеспечивать свои траты. եւ կհոգանք մեր կարիքները։ Я буду получать пенсию. Кроме этого, буду обращаться к государству за помощью найти работу. Через 2 недели после съемок я связалась с Арминаком. Он рассказал, что в Ереване они не остались жить. В том месте, которое они хотели снять, оказались очень плохие условия, и они решили снять дом в Дилижане за 180 тысяч драм в месяц. Работу пока не удалось найти, и военную пенсию получить тоже не удалось. Пока нет хороших новостей, написал мне Арминак. До декабря в отеле «Ховер» осталось 15 человек. Это семьи, в которых нет мужчин или те, кто приехали в одиночку. Мы приезжали сюда в Дилижан и в прошлый раз, во время прошлой войны. Так как нам была знакома эта область, у нас уже были знакомые здесь, мы решили приехать сюда и в этот раз. Мы пришли сюда против нашей воли. Мы были вынуждены переехать сюда. Кто может оставить свою родину и по своей воле переехать? Многие обвиняют народ Арцаха, говорят, что мы сами вышли, переехали сюда. Но это неправда. Никто не пришел сюда по своей воле. Никто не может оставить свою родину, дом и приехать сюда. Во всем виновато насилие. Мы увидели очень много насилия во время этой войны. Все говорят, они вам ничего не сделали. Еще как сделали. Они поступили с нами ужасно, но мир молчит. Дети моего умершего сына, вдесятером моя невестка и даже ее мать, брат и семья брата перебрались сюда на одной машине,
шестерки, «Жигули», ничего не взяв с собой. А мы с моим младшим сыном собрались за 2 часа и решили приехать на машине знакомых. Что ты успеешь собрать и привезти за 2 часа? Мы оставили все и приехали сюда. Тут есть люди, которые нам помогают, но у нас тут ничего нет. Сын Эльмиры был убит на войне. Эльмира приехала в Дилижан с Дианой, ее мамой и ее детьми. Несколько дней назад они сняли квартиру. Расскажите, пожалуйста, вот про эту квартиру, как вы ее нашли? В 2020 году мы тоже приехали в Дилиджан. Нас здесь очень тепло встретили, у нас здесь очень много знакомых стало. Нелли пришла, нам сказала, вот, в общем, вот этот адрес, теперь идите посмотрите, или понравится вам эта квартира, будете заселяться. Если нет, мы найдем что-нибудь другое. Но мы зашли в эту квартиру, нам понравилась светлая, красивая квартира, но просто ничего тут нету. Ни одной кровати, ни одной подушки, ничего. Но нам помогли. И в данный момент осталось то, что у нас нету холодильника и у нас нету стиралки. Так как у Дианы 3 маленьких детей, 2 взрослые женщины, без стиралок очень сурвайра, очень трудно. Дилижанцы, друзья семьи благотворительной организации, помогают с мебелью. В мэрии помогли едой, когда семья переехала из отеля в съемную квартиру. Мы позвонили, что мы сегодня переехали в свою квартиру. Мы из гостиницы вышли. Нам одновременно сразу позвонили, мы пошли, получили продукты. Уже 2 девочки в школу ходят тут рядом. Ну, там их очень тепло встретили, учителя помогают по учебе. Никто из нас не работает, пока не работаем. Даже пенсию пока оттуда перечислений не было, лишь чтобы мы хотя бы эту пенсию получили, тоже пока нету. Ну, говорят, со временем будет, но когда будет, неизвестно. А вот тут валяются вещи, потому что шкафчика нет у нас. И вот тут валяется. А здесь нет такого большого, да, шкафа? Маргарита вот только что принесли. Вот. Несмотря на весь ужас положения, Диана не выглядит потерянной или отчаявшейся. Это потому, что в Дилижане еще после прошлой войны, в 2020 году, она нашла друзей среди активистов. Светлана из организации Норшин рассказала мне, что 3 года назад мужа Дианы они хоронили вместе. Их очень много вернувшихся. Алмаз обычно мне говорит: зайди в такой-то дом, адрес, я на 5-м, ты зайди на 3-й этаж, тебя встретят. Я захожу, это наша семья, которая была там, они меня уже встречают со столом, там, с кофе, с печенюшками. У нас нет с ними сейчас вот этой первичной задачи 5 раз к ним сходить в гости и войти в доверие. То есть они приехали и сразу такие: так, у нас вот это, нам нужно только вот это, больше нет. То есть они знают, как мы четко работаем, и они знают, что нам можно доверять, и что вот у них приехали еще 10 человек семьи, и они говорят про них. Это говорит как раз мне о том, что то, что мы делали в 2020-м, не прошло совершенно зря, и то, что, к сожалению, они сейчас остались вообще без земли, без домов и без всего, это грустно, но мне очень радостно от того, что мы здесь, и они приехали в Дилижан как будто бы уже в свое какое-то, хоть это съемные дома и квартиры, но они к нам сюда на склад приходят и чувствуют себя как дома. Это маленький такой островок для них, где они уже были. Был момент, я ехала по городу и увидела одного из наших стареньких. Такая, кричу в окно, а он даже не оборачивается, потому что он не ожидает, что кто-то в этом городе может с ним поздороваться. И он так удивился, повернулся, я такая: «Парур, привет!» Он такой смотрит и долго-долго с удивлением, потому что кто меня может здесь знать? А тут есть мы, старенькие люди, провели. Смотри, какая красота у нас. Алмаз всегда выходит в крутых шапочках. Я тоже так делаю. Все шапочки сейчас ей достанутся. В Армении с 2020 года есть опыт интеграции карабахцев в местное сообщество. И хочется верить, что сегодня этот опыт поможет людям адаптироваться быстрее. Армянскому многонациональному комьюнити, в которое теперь входят и российские релоканты, и евреи, и мусульмане, поможет как можно быстрее принять в себя новых людей. А мы и дальше будем рассказывать истории карабахцев. Увидимся!